Всем привет! Вы на канале Коллекционеры, монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю банкноте РСФСР 10 тысячам рублей 1919 года. Параметры банкноты. Размер составляет 175 на 125 мм. Материал тонкая бумага сероватого оттенка. Водяной знак 3 типа. Широкие волны, узкие волны, повторяющиеся шестиконечные звезды, образующие шестиугольники. Данная банкнота была введена в обращение в марте 1920 года. Использовались в качестве средства платежа до 1 июля 1922 года. Обмен проводился до 1 ноября. Лицевая сторона имеет фон, закрашенный числами 10 тысяч, окруженных словами руб, расположенных по диагонали. Посередине располагается узорчатая рамка, в 4 углах которой имеются овалы с числами 10 тысяч. Центральная часть выполнена в виде картуша, ограждена узорами и заполнена фоном, состоящим из мелких узоров. Внизу картуш меньшего размера с числами 10 тысяч. По бокам гильдеширной розетки с обозначением номинала. Число 10 тысяч, под ним полукругом слово рублей. Внутри картуша посередине крупное число 10 тысяч. Поверх него надписи. Наверху полукругом расчетный знак. Ниже в 2 строки Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Далее крупным стилизованным шрифтом номинал 10 тысяч рублей. Под ним обеспечивается всем достоянием республики. Еще ниже слева надпись «Народный комиссар финансов» и подпись комиссара. Справа кассир и подпись кассира. В правом верхнем и левом нижних углах указаны серия и номер банкноты. Оборотная сторона закрашена красным фоном. Наверху, внизу и по бокам девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Написан на 6 языках. Посередине расположена узорчатая рамка, по углам которой находятся гильдеширные розетки с числами 10 тысяч, расположенными по диагонали. Центральная часть рамки заполнена фоном, с повторяющимся микротекстом 10 тысяч руб. Поверх него находится сложный узорчатый картуш, в котором приближенно изображен герб РСФСР раннего типа. Под гербом год выпуска банкноты 1919, а еще ниже штандарт с надписью «Подделка расчетных знаков преследуется по закону». Теперь рассмотрим цену банкноты 10 тысяч рублей 1919 года. Разделяют 10 тысяч рублей 1919 года по разновидностям подписей кассиров. Могут быть с подписями Афанасьева, Барышева, Былинского, Гаврилова, Овчинникова, Федулеева. Подпись Народного комиссара финансов не отличается, везде стоит Крестининского. Также разделяют 10 тысяч рублей 1919 года по разновидностям водяных знаков. Могут быть широкие волнистые линии, узкие волнистые линии и связанные звезды. Определите, как именно у вас, и запомните. Начнем с банкнот с водяным знаком широкие волнистые линии. Они могут быть с подписями кассиров Афанасьева, Барышева, Былинского, Гаврилова, Овчинникова, Федулеева. Начнем с банкноты с надписью «Образец», стороны отдельно. Цена такой банкноты в состоянии Fine составляет 30 тысяч рублей. В состоянии Very Fine цена составляет 50 тысяч рублей, а в сохранности Extremely Fine цена составляет 80 тысяч рублей. Теперь переходим к стандартным банкнотам. Цена данных банкнот в состоянии Fine составляет 1500 рублей. В состоянии Very Fine цена составляет 2500 рублей, а в сохранности Extremely Fine цена составляет 8000 рублей. Теперь переходим к банкнотам с водяным знаком узкие волнистые линии. Они могут быть с подписями кассиров Гаврилова, Федулеева. Цена данных банкнот в состоянии Fine составляет 2000 рублей. В состоянии Very Fine цена составляет 7000 рублей, а в сохранности Extremely Fine цена составляет 12 тысяч рублей. Теперь переходим к банкнотам с водяным знаком «Связанные звезды». Они могут быть с подписями кассиров Барышева, Гаврилова, Федулеева.
Цена данных банкнот в состоянии Fine составляет 4000 рублей. В состоянии Very Fine цена составляет 10 тысяч рублей. А в сохранности Extremely Fine цена составляет 22 тысячи рублей. Напоминаю, что очень многое зависит от степени сохранности банкноты. Коллекционеры в редчайших случаях приобретают банкноты в плохой сохранности. Только состояние Uncirculated действительно коллекционное. Данная сохранность — это абсолютно новая банкнота в безупречном состоянии. На ней нет ни малейших помятостей, уголки идеально острые и чистые. И вся банкнота идеально ровная. Цена банкноты в состоянии Uncirculated и цена банкноты, походившей в обороте, может отличаться в сотни раз. Если же у вас есть банкнота 10 тысяч рублей 1919 года, то не забудьте написать об этом в комментарии. Если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч!